Everybody hates it. Приветик, girls! Сегодня в этом видео я научу вас, как делать объемные локоны на стайлер Dyson. Я уже помыла голову, нанесла термозащиту и весь свой уход для волос. Если вы хотите, чтобы локоны на Dyson, да и в принципе любые локоны у вас хорошо продержались, старайтесь наносить меньше ухода для волос, использовать только кондиционер и термозащиту, потому как это влияет на то, как долго будут носиться у вас локоны. Под тяжестью масел, кондиционеров и масок для волос локон может быстро раскручиваться, особенно на стекловидных волосах. Я уже расчесала свои волосы. Не знаю, можно это делать или нет, потому как многие говорят, что нельзя расчесывать мокрые волосы, но мне так удобно, поэтому я буду так делать. У меня обычная версия Dyson, не Long. Я слышала, что Long менее мощный, чем обычный, поэтому купила такую версию. Для начала я буду сушить волосы с помощью насадки и расческа на полную мощность и на полную температуру. У меня волос не гладкий, а пушистый, поэтому я использую именно эту насадку, чтобы немного его сгладить. Высушивание волос для укладки на Dyson очень важно, чтобы корень волос был сухой, а волосы по длине слегка влажными. Вы спросите, почему именно так? Почему не высушить полностью волосы? Потому что при взаимодействии горячего воздуха с влажными волосами волос сразу формирует ту форму, которую нам нужно, и сушится сразу в ней. В данном случае мы будем использовать насадку и сразу сушить волосы в насадке и формировать ту форму, которая нам нужна. Далее я выделяю первый ряд волос, который буду делить на пряди, и из каждой пряди делать локон. У меня волосы тонкие, поэтому я могу позволить себе сделать такие толстые пряди. Если у вас волос густой, лучше делать пряди поменьше и потоньше. Я люблю крутить локоны именно на тонкую насадку, не на широкую. За счет этого получаются мелкие локоны, которые при расчесывании создают форму и эффект браш укладки. Если сделать локоны на широкую насадку, то вероятность того, что они у вас распадутся, очень велика. Я включаю стайлер, подношу и жду, пока сначала засосет концы, а потом уже подворачиваю его под корень волос и жду где-то 5 секунд. 5 секунд я жду на горячей температуре, потом я переключаю на самый холодный воздух и жду еще 5 секунд, считая до 5 на холодном воздухе, так сказать, остужаю нашу прядь. И после этого обязательно фиксирую на какие-то заколки. У меня это невидимки, но можно и отдельно докупить заколки. У одной из моих клиенток как-то была проблема в том, чтобы вставить эту заколку в волосы и зафиксировать. Я просто открываю ее широко и вот так вот таким образом ее вставляю. Далее я снова переключаю на горячий воздух, так как до этого мы остужали прядь холодным воздухом. И по той же схеме сначала жду, пока засосет конец, а потом подворачиваю до корней и жду 5 секунд на горячем воздухе и 5 секунд на холодном. Далее снова отделяю ряд, чтобы сделать пряди, которые буду крутить на локоны. Обычно я делю волосы на 3 ряда. Первый ряд это которые находятся до уровня уха, то есть нижний ряд. Второй ряд это тот, который находится посередине, от виска и до уровня уха. И третий ряд это наверху то, что остается. Перед тем, как крутить каждую прядь, для начала я ее расчесываю. Этот ряд я поделила на 2 части, и каждую часть еще делю на 2 пряди, так как волосы тут гуще, и я хочу, чтобы Dyson засосал мне полностью всю прядь. Далее делаем все так же, как делали ранее. Ждем, пока Dyson закрутит нам с концов прядь. Далее ждем 5 секунд на горячем воздухе, 5 секунд на холодном и сразу фиксируем на заколку. Расскажу еще один такой факт. У меня структура волоса пушистая. Только я купила Dyson, у меня был на волосах кератин. И при накручивании мои волосы вообще не держали накрутку. 10 минут я выхожу из дома, все расплетается. И я не понимала, почему же так. Я отложила Dyson на какое-то время и не крутилась. Прошло где-то 6 или 7 месяцев после кератина, я не продлевала это все, не делала залобного процедуру, ждала, пока он вымоет. Потом я поняла, что дело было все-таки в кератине, в том, что волос был гладкий, он просто под тяжестью кератина распускался и вообще не держал локон, поэтому структура волоса тоже очень важна для Dyson, для самой накрутки, чтобы она держалась. Я люблю крутить локоны вовнутрь, то есть больше к себе. Мне нравится конечный результат, когда я кручу по такой схеме.
Далее остается последний ряд, третий, и на видео я показываю, как буду крутить, то есть накручивать больше в сторону от себя, от лица, вот так вот. Тут мы уже выделяем одни пряди, параллельные друг другу. В зависимости от густоты волос, это может быть либо одна целая накрученная параллельная прядь, либо одна прядь, которая поделена на две пряди. У меня волосы, как я уже говорила, тонкие, поэтому я буду накручивать одну полностью прядь. Если у вас волосы густые, то лучше эту прядь поделить на две или даже на три маленьких пряди. Основная наша работа сделана. Чаще всего я сначала делаю локоны, а потом макияж, чтобы локоны побольше были зафиксированы. Если у вас есть больше времени, я бы советовала вам делать локоны, а потом уже делать все остальные дела, собираться, может быть, сделать какие-то домашние дела, чтобы локоны побыли дольше в этом зафиксированном состоянии и продержались еще как можно дольше. Я уже сделала свой ежедневный макияж. Как можно сделать такой ежедневный макияж за 10-15 минут, можно посмотреть у меня на канале туториал. Далее я буду разбирать свои локоны и уже укладывать. На этом этапе, когда я сняла все заколки, я либо оставляю все как есть, и либо просто разбираю пальцами, либо расчесываю расческой, в зависимости от погоды и в зависимости от того, насколько мне нужно, чтобы они дольше продержались. Если мои подружки заезжают за мной, либо я еду на такси, то я даже не разбираю их, если знаю, что мне нужно, чтобы локоны дольше продержались. Если погода хорошая, я могу их расчесать, или я хочу какой-то легкой укладки, я их расчесываю и уйду уже как есть. В этой укладке я решила расчесать локоны. Я люблю, когда локоны объемные и легкие. Объем просто шикарный получается на Dyson, невероятно. Вот такую шикарную укладку, как с салона, можно сделать на стайлер Dyson. На этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, оно было для вас полезно. Обязательно пишите комментарии, если у вас возникнут какие-то сложности. Пока-пока!